Друзья, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Вот наступил новый день, выселился из гостиницы, арендовал велосипед на целый день. Стоило это 60 лир. И сейчас направляюсь в гору Йорги посмотреть древний православный монастырь греческий, а также по пути посмотрим с вами детский заброшенный приют. Вся дорога направляется в гору, поэтому прошу прощения за свой запыхавшийся голос, но я думаю, проблем это никому не доставит. Гостиница была хорошая, здание в османском стиле, 123 года гостиницы, хорошо отреставрированная, очень атмосферненько, очень понравилось. Стоила она 630 лир. Посмотрите, какие здания вокруг, греческий стиль. Очень красиво. С погодой также повезло. 630 лир стоила гостиница. Почти 2500 рублей на сегодня. Гостиница очень доволен, если кому интересно. Также выложу видео. Записал все. Погода прекрасная, плюс 13 градусов. Жарко даже, я бы сказал, потому что на велосипеде в гору. Но удовольствие такое себе. Вот, посмотрите, вокруг тоже обычные виллы, обычные дома, обычных людей. Да. На дорогах острова совсем нет машин. Запрещен автомобильный транспорт. Это реально необычное ощущение оказаться в месте, где нет машин, кроме сервисных. Вот, еще посмотрите. Уже более крутой уклон. И дома уже, третьи этажи выглядят как будто первые. Вот еще одно здание. Жилой дом. Да, иметь дачу здесь было бы одно удовольствие, согласитесь. Сил нет подниматься уже по велосипеде, поэтому слишком крутой уклон. Почти добрались до заброшенного детского приюта. Сейчас посмотрим и покажу вам, как это все сейчас выглядит. Ребят, воздух потрясающий. Вот он, самый большой деревянный дом в мире. История началась в 1899 году, когда французская компания решила построить на вершине холма гостиницу и казино. Здание получилось роскошным. 6 этажей, 20 тысяч квадратных метров, 206 комнат. Но планам французов не суждено было сбыться. Султан Абдул-Хамид II не выдал разрешения на эксплуатацию. Так дом стал детским приютом для греческих сирот. Потом какое-то время в доме жили греческие беженцы, которых отправляли на Принцевы острова. Туда же стекались и русские беженцы, искавшие спасения от большевиков. Позже дом опять стал приютом и школой для тысячи греческих мальчиков-сирот. Приют просуществовал до 60-х годов, пока здание, полностью построенное из дерева, не начало разрушаться, и дом расселили и закрыли. С тех пор он стоит заброшенным, и никто не пытался его восстановить. Многие перекрытия уже рухнули, крыша местами отсутствует. Друзья, ну а мы с вами двигаемся дальше. На пути встретилась пожилая местная жительница данного острова. Рассказала, что утверждала, точнее, что видела привидение в окнах приюта. И также рассказала небольшую легенду. Кроме того, что сюда постоянно ссылали неугодных императоров, патриархов, султанов. Однажды в 1910 году на остров Биюкада вывезли сотни бродячих собак. Сначала их кормили, а когда денег стало жалко или деньги просто закончились, про собак забыли и оставили умирать с голоду. И по ночам было слышно с соседних островов из побережной части азиатской Стамбула, слышали, как собаки лают, а потом все стихло. Ну а мы уже почти добрались до храма святого Георгия Кудунского. Сейчас доберемся до места, и я вам расскажу.
Вот, ребят, мы добрались наконец-то до места. Мы на вершине горы Йорги. Вот храм православный, греческий, Святому Георгию Кудунскому. Посмотрите вокруг. Скамейки, где можно прийти. Очень повезло, что я сейчас нахожусь здесь в будние дни. Абсолютно нелюдно. Буквально человек 15. Ох, как можно посидеть, отдохнуть. Посмотрите. Красота. Человек 15-20 на площади наслаждаются видами. И я так предполагаю, что все они русские. Вы только на это посмотрите. Дух захватывает. Слов нет. Азиатская часть Стамбула видна. Вся дистанция, которую мы преодолели. Природа, конечно, просто слов нет. Здесь провести можно, даже просто сидя на лавочке и наслаждаясь, попивая кофе, даже и целый день. Как вам? Напишите в комментариях. Опа, везде надо забраться. Неописуемая красота. Просто неописуемая. Поделитесь в комментариях, были здесь. А сейчас, ребят, мы с вами зайдем в храм. Строительство началось в 1905 году, но самое первое здание монастыря было в 1963 году возведено. И по неподтвержденной легенде, проходящий здесь пастух услышал звон колокольчиков и решил откопать место, откуда доносился звон. Так он нашел икону святого Георгия, и на этом месте основали монастырь святого Георгия Кудунского. Слева от монастыря есть уютная кафешка. Сейчас идем возьмем кофе, посидим, полюбуемся видами и немного отдохнем от тяжелой дороги сюда наверх. Вот сейчас, смотрите, открытая зона кафе. Немного людей, опять же русские. Посмотрите, какой вид. Берем кофе. Коты, 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 коты. Коты везде. И направляемся посидеть, выпить кофейку и понаслаждаться. Ну что, 1,5 часа отдыха закончились. Сейчас будет кайфовая поездочка на велосипеде вниз с горы. Что сказать?
Это место действительно стоит посещения, обязательно. Нереально красиво, нереально атмосферно. А мы поехали вниз. Ребят, если вам нравится такой формат видео, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите вопросы, комментарии, пожелания. А сейчас наслаждайтесь видами. Велосипеды сданы. Сейчас идем потихоньку в сторону морского причала и отправимся обратно на материковую часть. Сувениры, везде сувениры. Кто будет в Стамбуле, обязательно посетите Büyükada, не поленитесь. Да, вы сильно устанете, но оно реально того стоит. Приехать пораньше, погулять. Желательно в будни. В будни всегда меньше народу, в будни можно договориться о более низкой цене. Прекрасные пейзажи с острова. О более низкой цене с местными владельцами, как кафе, ресторанов, отелей, так и просто магазинчиков. А вот на горе, если видите наверху с двумя куполами отель, это самый первый отель и самый старый отель острова Büyükada. До сих пор работает, но люди говорят, останавливаться там не стоит. Завышена цена, не объективно. Друзья, всем спасибо за просмотр. Если нравится такой формат, ставьте лайк. И это даст мне мотивацию снимать дальше прогулки по Стамбулу, интересные места и достопримечательности. Всем пока!